Вся эта история с идентичностью, она как будто бы больше делает меня мной. Мы становимся теми, кого в детстве мы осуждали. Это, конечно, выглядит немножко там типа эзотерически. Я в это, конечно, не верю. А я верю. Ты хочешь сказать про дух предков? Да. Я вообще обожаю раннего Бека Бурбиева. Это как раньше меня бесили тои, а сейчас Первое. я обожаю тои. Боже мой, что вы там делаете, обжираетесь? Я так же, как и мои родители, все время собираю этот пакет. Я принесу своим детям эти яблоки, которые все вот это в жире от бурсока, да, и там мясо, которое все в торте. И такая, это же такая огромная часть нашей культуры. Я даже в этом году мужу говорю: слушай, нам через пару лет все равно делать надо ширине. Давай мы сейчас купим маленькую лошадку, отвезем ее в Нарун, а она как раз подрастет, она будет уже стоить 2 раза дороже. Нести в будущее поколение тот культурный код, который нам заложили наши родители. Эскимо по 3 копейки, дружба народов, коммунизм. Устали от романтизации совка? Мы развеем эти и другие мифы в нашем подкасте «Одеколон». Всем привет, это подкаст «Одеколон». Меня зовут Алия Суранова. Сегодня мы будем говорить о том, что такое вообще национальная идентичность, как мы ищем себя в рамках этого слова. И сегодня будет очень классная личная история от Айджамал, которая в какой-то момент испытала, можно сказать, кризис национальной идентичности. Да. И сейчас вот в пути самопознания, самопонимания, если можно так сказать, своей кыргызности. Да. Тогда мы начинаем. Айджамал, давай тогда сразу начнем с самого начала. Расскажи вообще свою историю жизни, где ты родилась, где ты выросла, как вообще, что привело к тому, что у тебя случился вот такой вот, можно сказать, кризис, да? Да. Спасибо за приглашение. Я живу в Кыргызстане последние 10 лет. До этого я жила в Санкт-Петербурге, прожила всю свою сознательную жизнь в России. Мои родители уехали из Кыргызстана, когда они поступали в университет. Они поступили в Ленинград, и оба познакомились там друг с другом. Поженились, и появились мы. В общем, но при этом могу сказать, что я практически постоянно приезжала в Кыргызстан, очень хорошо была знакома со всеми своими родственниками, хорошо знала, в принципе, культуру нашу. И после завершения университета, после того, как я закончила университет, я решила приехать на родину, просто пожить здесь. Ввязалась в один проект, в котором решила попробовать себя, и осталась. Так получилось, что я уже здесь живу 10 лет. А как твои годы там прошли? Ты себя чувствовала полноценной россиянкой, полноправной частью этого общества? Нельзя сказать однозначно, как я себя ощущала, я не знаю, частью этого общества. Так или иначе, я сталкивалась с разными трудностями, с тем же шовинизмом, буллингом в школе и всем остальным. И поэтому, я думаю, мой процесс ближе к 30 годам, когда я начала осознавать свою кыргызность, азиатскость, дался мне по-особенному как-то, не знаю, даже не... дался как-то, наверное, легко, потому что жизнь, находясь в России, я все равно понимала, что я чем-то отличаюсь от своих сверстников. Я жила довольно в монокультурном городе. В то время, когда мы там жили, в принципе, было очень мало азиатов. И я даже помню, в детстве мы могли идти по улице, и на нас тыкали пальцем, говорили: мама, смотри, там японка идет. И это, да, в какой-то момент ты как бы пытаешься ассимилировать в этом обществе, вроде бы подстроиться под какие-то внешние стандарты. Я помню, у меня было время в подростковом возрасте, когда я стригла челку вот таким образом. И думала, так люди не заметят, что у меня азиатские глаза. Вау. И это очень, да. Я сейчас понимаю, это я тогда со стороны да, взрослого человека, я понимаю, что мне того подростка жалко, потому что ему приходилось как-то маскировать свою идентичность, свою внешность под какие-то,
нормы. А какие чувства ты испытывала, когда ты видела мигрантов кыргызских, допустим, в том же Питере? Так прям много мигрантов появилось уже более-менее во взрослом моем возрасте, но все равно у меня было какое-то чувство жалости, и как будто бы мне хотелось от этого самоотстраниться. То есть, я же здесь, я же здешняя, вот из этой серии. То есть я не с ними, я не мигрантка, я тут местная. Да. И за это за эти какие-то свои детские какие-то ощущения в некотором смысле иногда испытываешь какой-то стыд, потому что сейчас, находясь здесь, в Кыргызстане, понимая вообще корень всего, почему всем этим людям пришлось туда уехать, да, там, зная, в каких условиях, в принципе, наши граждане там живут, ты понимаешь, что, на самом деле, как бы понятное дело, что все идут туда для того, чтобы там на пропитание найти. Но в то время я даже старалась особо не участвовать во всяких этих... Там были землячества и что-то такое. Диаспоры. И когда родители там типа звали, пойдем, там наши кыргызы собираются. Я такая, я туда не пойду вообще. И я думаю, вот это вот... Я даже не могу этому какой-то окрас придать и объяснить, откуда это все берется. Это, наверное, берется как раз-таки из вот этого ужасного чувства, когда ты там ущемляешься из-за того, что тебя там обзывают китаёзой, там, раскосой, я не знаю, чувствуешь себя неполноценным человеком. Наверное, оттуда и берется это все. Вот когда ты в Кыргызстан приезжала, да, тебе наша, да, местная культура, вообще жизнь, быт, какие у тебя были ощущения, когда ты с этим сталкивалась? Но в Кыргызстане все равно ты понимаешь, что ты такой же, как все. То есть ты здесь больше ощущаешь себя как дома. Но при этом у меня есть определенные как бы трудности, с которыми мне здесь также приходилось сталкиваться. Допустим, когда мы приезжали сюда, мы в большей степени русскоговорящие, с русской культурой, и ты как бы приезжаешь такой, ой, орстаргельды, короче. А из-за того, что так получилось, что мои родители, мама у меня из Нарына, папа у меня из Аша, и было время, когда там существовали все эти трибалистские истории, там типа вот архалыхтар, сартар и все остальное, все равно было какое-то вот внешнее давление, которое ты как бы не особо хорошо осознаешь, но чувствуешь так или иначе. Потому что, например, мы могли приехать в какой-нибудь Нарын, в Атбаши, и там говорят, бусартын балдары гельды, короче, это вот оттуда, южане, короче. В то время как ты приезжаешь там, допустим, на родину к отцу, и тебе говорят, это же архалыктын балдары, в общем. Вообще очень интересно, да? То есть, живя в России, ты себя чувствовала чужой, потому что ты кыргызка. Да. Приезжая сюда, ты очень такая русскоговорящая, то есть здесь тебя не принимали, говорили урус. Ты едешь туда, да, в Нарын, ты там, опять же, будучи кыргызской, все равно как бы не своя, и тут не своя, там не своя. Очень много как бы вот этих моментов, да, когда ты себя не могла понять, да, вот кто я, что я. И когда ты начала этими вопросами задаваться? Мне кажется, какой-то новый уровень осознанности у меня появился после того, как у меня появился ребенок. Я стала матерью и начала по-другому воспринимать то, какой культурный код в принципе я несу, что я передаю своему ребенку, что бы я хотела, чтобы он дальше в принципе, передавал там из поколения в поколение. И вот у меня начали там буквально пару лет назад появляться мысли о том, что я в принципе не пытаюсь там приучить ребенка к какой-то культуре разговаривать на кыргызском языке, да. То есть у меня появились там какие-то мысли. Он почти не знает своих двоюродных братьев и сестер. Надо бы почаще там мне с родственниками общаться, чтобы он их понимал, знал. И ты ему начинаешь... сейчас 5 лет. Да, ему сейчас 5. Да, и я понимаю, что его круг, он очень небольшой, потому что мы там общаемся с очень небольшим кругом людей. Это мои подружки, там, несколько родственников моего мужа, в то время как у меня огромное количество родственников, которых он не знает. И вот в этом году у меня случился такой прям крутой трип. Я решила вместе с родителями проехаться по Нарыну, по всем тем местам, куда мы ездили раньше в детстве, посетить всех своих двоюродных, троюродных и всех остальных родственников и впитать в себя обратно всю эту культуру, все эти традиции.
Я думаю, что вот прям ключевой момент это было вот это лето, наверное. Угу. Прикольно. Плюс еще я знаю, что у тебя муж тоже наполовину кыргыз, наполовину украинец. Да, У него были тоже такие же вопросы? Мы об этом разговаривали, но не сказать, что он как-то прям мне раскрыл вообще все то, что он ощущает. Я думаю, так или иначе он сталкивался с кучей тоже проблем, где там, он был чужой и там, и там. Угу. Но, например, из-за того, что у моего мужа там украинская фамилия, мы нашего ребенка назвали Марк. И у него русское имя, по сути. Ну, как бы как? Ну, в нашей культуре считается, что это русское имя. По сути, там, как бы, там вроде бы латинские корни. И когда... Очень такое международное имя. Ну да. Почти в каждой стране есть Марк. Да. Ну, как оказалось, кроме Кыргызстана, да? Теперь уже и в Кыргызстане. И когда я, например, там посещала своих родственников здесь, в Бишкеке, они такие, был не дегенат, типа, кыргыздарда мындай ат жок, короче. И у меня опять такой диссонанс, этот вот старый, короче, врубается, и такая, блин. Ну, потому что вот у него украинская фамилия, у него украинские корни, вот поэтому мы так назвали. Как бы он выглядит не как кыргыз. Ему будет тяжело с именем, я не знаю, Джахшылык, там, Коваленко, да, и получилось... Короче, или туда прям, или очень сюда. Да, и мы решили, что надо как-то засинхронить и фамилию, и имя, и, в принципе, то, как он выглядит, он такой светленький. Вот я тебя в Твиттере очень давно читаю, и я, когда на тебя только подписалась несколько лет назад, я знаю, ты там была Аля. Да. И мы в разговоре, да, до съемок ты нам рассказала, что когда ты жила в России, ты представлялась как Аля. Вот про это расскажи, пожалуйста. Меня зовут Айджамал, по паспорту я Айджамал, и нарекли меня так. Но... Потому что как так вообще появилось имя Аля? В детстве другим детям тяжело было произносить Айджамал. Типа, другим детям это вот в русской культуре, да, в русскоговорящей культуре. Там они по-всякому меня коверкали, и Айжамал, и Жажамал, и по-всякому меня называли. И для того, чтобы как-то упростить вот этот вот момент с коммуникациями, там, с тем, как это все знакомиться друг с другом, как-то так получилось. Я, честно говоря, даже не помню, есть ли какая-то отправная точка у этой Али, но так получилось, что начали меня называть Аля. И буквально, я не знаю, там, до прошлого года я, в принципе, везде представлялась Аля. Мне было это комфортно, потому что ты с детства привыкаешь там все время представляться Аля, и как-то и окей. Да, даже здесь, живя в Кыргызстане, у нас, например, та же Айджамал может представиться как Айка. Вот, да. И потом, получается, чтобы как-то было вот именно проще коммуницировать и сделать удобнее тем людям, которым тяжело это произносить, я стала Алей. Но последние годы, ну, как я переехала в Кыргызстан, я продолжала также представляться Аля. Но когда у меня вот этот вот случился, я не знаю, свитч такой вот, переключение какое-то, я с какого-то момента уже все. Я понимаю, что на работе меня везде называют Айджамал, как бы, да, там. Я живу, в принципе, в стране, в которой все смогут произнести Айджамал нормально, без каких-то коверканий. И я поняла, что да, я все же Айджамал, и представляюсь я сейчас тоже при знакомстве в основном Айджамал. Мне очень хорошо от Айджамал. Я наконец-то приняла это имя, и спасибо бабушке, что ты меня так назвала. До этого я тебя ненавидела. Хотя вначале, да, были вопросики. Да. Я все время задавалась вопросом, типа, блин, у меня младшего брата зовут Биктур, как бы, да, это Биктур все смогут произнести. Ну почему я Айджамал? Вот сейчас я думаю, что, да, сейчас мне комфортно с этим именем, и дальше даже, наверное, гордость какая есть. Да, вот красивое имя. Да, я даже выучила песню Айджамал. Я сейчас чуть не спела песню «Али, Али». Так, все, продолжаем. Я так поняла, поскольку ты до вполне такого взрослого, да, сформировавшегося состояния, это вот окончание университета, да, ты жила вот именно в России, значит, преимущественно твой язык был русский. Да. Ты приехала сюда, ты столкнулась с вот этим... Не знаю, очень многие кыргызы, которые в свое время не получили возможность, да, говорить на кыргызском, даже, могу сказать, какая-то травма есть, да, с вот этим кыргызча сөйле. Было у тебя такое? Мне, наверное, повезло, что все-таки родители как-то
продолжали, и находясь в России, между собой разговаривать на кыргызском, и нас как-то приучали. Не то чтобы мы прям много говорили на кыргызском, но все равно речь мы слышали практически постоянно. И каждое лето просто по графику вот начались летние каникулы, да, едем домой, в общем. И я при этом, наверное, благодаря тому, что мы реально постоянно проезжали и находились там и в Ише, и в Нарыне, я могла там сразу, короче, и сразу и южный вариант подхватывать, и Вайке, и Тегимол, короче, и поэтому мне было чуть полегче. И даже с тем, что ты вроде бы как отвыкаешь разговаривать на языке, но когда ты там более-менее коммуницируешь с какой-то частотой, да, допустим, я когда приехала, все равно мои родственники, они в основном кыргызскоговорящие, и когда мы там встречались на каких-то мероприятиях, мне так или иначе приходилось говорить на кыргызском. Поэтому с кыргызча Юлей, слава богу, у меня все окей, хотя я вот очень сильно боюсь за своего ребенка, которому сейчас тяжело дается там, общение на кыргызском, и я пытаюсь его приучить, и я себе задалась правилом, что на следующий год я его обязательно отправлю в Нарын на пару недель, чтобы он там пожил среди родственников и подучил кыргызский. Один из моих тоже знакомых из города тоже рассказывал, вот я с такой же целью, говорит, отправил детей в деревню, Ваил, и говорит, вместо того, чтобы он заговорил на русском, на кыргызском, там все заговорили, говорит, на русском. И то есть, типа, сейчас даже Айылдарда, да, пытаются тоже на русском говорить, и они тоже как бы пытаются даже так же приспосабливаться. Но я так поняла, в принципе, у нас в регионах с языком проблем нет. Именно с вот это вот кыргыз-тиль маселеси, да, который очень сильно поднимается в последние годы. Ну, у меня, например, хоть я сама тоже, да, здесь родилась, выросла и в кыргызскую школу ходила, у меня сейчас сын, ему 13 лет, у него очень большие проблемы с кыргызским. Мы его как бы с рождения, да, мы с ним говорили на кыргызском, до 3 лет он у нас только на кыргызском болтал, потом пошел в садик русскоязычный, потом пошли вот эти все мультики, интернет, общение, книги, и вот это вот все у него очень резко, быстро переключился на русский. Сейчас тоже я смотрю на него, он вот на кыргызском с таким трудом разговаривает, и еще акцент у него этот русский появился. Я тоже вот смотрю и думаю, вроде как я такая вся кыргызча сөйлөгөн, журналистка, да, и вся такая все время давайте кыргызский, а тут у меня свой же сын, как бы у него проблемы, да, с кыргызским языком, и я очень хорошо тебя понимаю, вот конкретно вот сказала, да, слово вот это вот боль, это на самом деле вот и даже где-то вот чувство вины, да, вот стыд есть за это. И вот что нам делать, как ты думаешь? Ну что, пытаться популяризировать кыргызский язык, культуру, я не знаю, как минимум, я не знаю, в кинотеатрах на кыргызском почаще кино ставить. Я знаю, что за границей, например, во всяких там, я не знаю, юго-восточных странах, почему люди неплохо знают английский, например, что они там в оригинале могут посмотреть фильмы, но с субтитрами на родном языке, да? Мне кажется, вполне себе хорошее решение, оно везде в мире уже пользуется, и мы могли бы также перенять, мне кажется. У нас, кстати, на днях я прочитала, что хотят это внедрить тоже в кинотеатрах, чтобы обязательно были субтитры на кыргызском языке, потому что в Казахстане это есть. Да. Они ставят фильмы на русском, на английском и казахские субтитры, да, и вроде я поняла, что у нас тоже это внедряется, но у нас все как бы, опять же, это, да, камень преткновения был, что это нерентабельно. Слишком много денег тратится на то, чтобы делать субтитры на кыргызском языке, а выхлоп, то есть они себе не оправдывают. Да, может быть, есть но сейчас, наверное, как-то пытаются эту проблему решить. Тоже интересно, как они это будут делать. Но в целом у меня вот такая проблема с моим ребенком. И вот у меня сейчас второй сын подрастает, ему 2,5 года. Ну, я прям сейчас прям настоятельно, упорно с ним на кыргызском говорю. У него отец русскоговорящий. Он с ним только на русском, я только на кыргызском. И когда он со мной разговаривает, он иногда что-то на русском не говорит. Я такая, давай на кыргызском. Он это переводит. Я уже вижу, что он уже мне с русского на кыргызский переводит. И я опять такая думаю, я опять сейчас проиграю. Да, ну в смысле, он наверняка думает по-русски, раз он переводит. У него же немножко большая часть его вообще мышления и коммуникации уже переходит на русский, потому что у него и папа, и братья, сестры, все получается вот на русском. И опять же, те же самые мультики, и вот садик тоже это все. Вот, кстати, с садиками я пыталась подыскать садик на кыргызском, чтобы, может быть, просто переключить его из одной языковой среды в другую, в которой, да, ему будет стрессово, больно, но так или иначе он сможет адаптироваться. Все равно человек такое адаптивное существо. Но пока что с садиками, к сожалению, с кыргызскими
Очень тоже, большая проблема. Да. Я тоже сижу, думаю, мы уже 30 лет живем в своей независимости. Неужели не было за все эти годы такого спроса со стороны платежеспособной аудитории, клиентуры, которая вот это предложение породила бы, да? Я так поняла, вот только сейчас, вот последний год-два, я вижу, как открываются уже кыргызоязычные садики, частные школы, но у людей все равно вот это осталось. Если кыргызча, то значит это не так качественно, что там сомнительное образование, и все равно вот по привычке, по инерции мы все равно идем в эти Это очень интересно, конечно, потому что если мы думаем, например, что вот если русскоговорящая школа, то там лучшее образование. В той же России в школах, где говорят по-английски и изучают сразу литературу на английском языке, она считается еще лучше. Поэтому... Тут тоже, да? То есть там свое, чуть-чуть у нас свое. Но у нас тоже очень много колониальности, в том, как мы вообще воспринимаем сами свой язык, свою идентичность. И очень сильно с этим, на самом деле, ты права, сталкиваешься, когда ты из вот этой своей среды, из Кыргызстана, выезжаешь в другую среду, вот ты жила в ней, ты там сформировалась. Я даже несложно представить, каково тебе было вообще, понять, к какой группе вообще ты относишься. Этнической, культурной, даже расовой, может быть, и очень много всего. Обычно у меня такие вопросы возникают, когда я по учебе или по работе выезжаю, особенно когда в Штаты приезжаю, я смотрю, насколько там все сильно за свою этническую идентичность держатся, они с гордостью говорят, я кореец, я албанец, я оттуда, я отсюда. Такая, мы, оказывается, всю жизнь никогда даже с гордостью не говорили, я кыргыз. За себя говорю, не хочу за всех говорить, потому что есть, конечно, у нас очень большие патриоты, которые везде кыргыз, они это несут с собой в любых местах. И вообще в целом, как ты вообще относишься к тому, вообще как у нас в Кыргызстане с условиями для того, чтобы люди у нас вообще в целом любили кыргызский язык, уважали его, считали его достойным, для того, чтобы на нем говорить, учиться на нем? Я могу сказать, как я размышляю на эту тему. Вот уже будучи мамой, например, я бы хотела, чтобы наша система образования выстраивалась таким образом, чтобы она была ориентирована на наш язык. То есть, допустим, переводить по-настоящему ценные книги, научные работы на кыргызский язык, давать людям, которые говорят на кыргызском языке, вот эти все знания, доступ к ним как раз-таки с помощью этого перевода. Тогда, мне кажется, сразу восприятие вообще в целом кыргызского образования станет сильно выше, то, как мы к ним относимся. Потому что вот почему у нас, в принципе, малым спросом пользуются кыргызскоязычные школы? Наверное, потому что люди думают, на кыргызском языке мало что преподается так качественно, как на русском, потому что все переведено на русский, все популярные книги переведены, все самые свежие научные работы переведены, и, соответственно, они сразу получают доступ к актуальным, больше прогресса, актуальным данным. Вот если бы мы могли также обеспечить актуальность информации на кыргызском языке, то наверняка бы мы могли бы лучше развить и свою культуру, и свой язык, и образование, и науку в целом, я думаю. Мне кажется, в целом вообще вопрос к системе образования. Тут не только в кыргызоязычных, даже в русскоязычных школах, университетах. Там, в тех же университетах, на факультетах журналистики до сих пор преподают, как правильно писать для газет. То есть для очень таких... Там очень устаревшие методы. Люди, получается, 5 лет там учатся, выходят, и они никак не могут применить вот это все, чему они научились в реальной жизни. И поэтому думаю, что тут надо вообще полностью всю систему просто переиначить. И прям как ты сказала, сразу на кыргызский приносить это. Да. Потому что у нас же все, что к нам пришло, все, что до этого было переведено на кыргызский или что-то сделано, это все было переведено с русского. И даже я помню, как я сильно мучилась, учась в кыргызском языке, когда мы проходили ту же химию, физику, биологию, но это прям такая калька, прям все с русского переведено.
И очень сложно было для восприятия, потому что кыргызский язык сам по себе, он же другой, его же чувствовать надо, им жить надо, да? И ты вот его, это все читаешь, вот эти все параграфы, какие-то вот темы. Я до сих пор так ничего и не поняла. И для меня очень вот эти все именно научные, да, вот именно такие эти предметы науки, они остались для меня очень такими чужими, тяжелыми, я их вот отторгала, да, все время. И вот сейчас я думаю, если просто не переводить, а сразу писать это все на кыргызском, именно вот человеку, который именно живет кыргызским языком, он его чувствует, наверное, можно было бы детям на доступном, нормальном кыргызском языке все это передать, и не было бы у нас вот такого отторжения, да, всего, что мы учили в школе. Наверняка. Ну вот мне, например, я делала такую подпытку на кыргызском там что-нибудь прочесть, но из-за того, что у меня мой кыргызский такой прям супер разговорный, читать кыргызский текст, например, мне очень тяжело. Да. Мне тяжело, с учетом того, что я училась в кыргызской школе. Тяжело на самом деле. Да, вот, а вот кыргызскоязычным людям, которые там, вот ты говоришь, что тебе тяжело, вот, наверное, надо как-то его сделать более доступным в этом смысле, чтобы он был такой более живой, не такой прям... Он очень такой мертвый, да, очень мертвый. Когда ты читаешь что-то на кыргызском, у тебя все ступор, и ты думаешь, вот лучше я найду это на русском и на русском прочитаю, потому что тебе как-то как будто бы легче это воспринять. Ну вот, например, но при этом есть такие классные блогеры, у которых кыргызский язык прям вот как мед в уши, как ручеек такой. Ты его слушаешь, мне нравится вот этот, который Зи, он, конечно, на русском всякие свои обзоры, там всякие сплетни, модные штуки делает. Где-то что-то он, но как он классно так вставит там какую-нибудь фразу на кыргызском, и оно прям реально как я не знаю... Эмоционально окрас, да? Да. Койчу или там, да, что-то и оно прям в скажет. самое сердечко попадает. Такое, и гокме, там что-нибудь такое скажет, и ты такой, блин, вот все равно у кыргызского есть вот какой-то свой флер, какой-то, который ты можешь прям только почувствовать душой, зная только язык, да? Да. Поэтому было бы, конечно, классно, если бы не только там наши претензии были не только в сторону образования, но еще и тех людей, которые там имеют какую-то популярность, да, имеют неплохую аудиторию, чтобы они также могли как-то имплементировать там хотя бы кусками язык. У меня этот очень большой вопрос тоже к тем же нашим блогерам. Ты знаешь, что они вообще кыргызоязычные. У них аудитория, ну, процентов на 90 с чем-то точно кыргызоязычная. Они вот, там, не знаю, пели кыргызские песни, потом ушли в Инстаграм, да, стали блогерами. Они там создают фильмы на кыргызском, они общаются на кыргызском. Ты знаешь, это безденлек кыргыз, балдар кыздар. Но почему-то в Инстаграме, видимо, они тоже смотрят на российских блогеров, и как-то вот у них тоже осознанно или неосознанно идет вот эта вот копирка, да. И ты видишь, что... То есть я тебя знаю, мы же вчера с тобой только кыргызча разговаривали. Да. То есть не было бы тебе легче и как-то органичнее, да, вести свой блог на том же кыргызском языке, рассказывая про то же самое, показывая тоже красивую жизнь, тот же лухари, про тех же своих там фей красоты на кыргызском, да, но почему-то резко переключаются на русский, и там все равно ты видишь комментарии, все равно на русском, аудитория вопрос задает, на кыргызском, аудитория свои вопросы на кыргызском задает. У меня всегда тоже, мне было интересно, это тоже что-то такое, наверное, колониальное, что если ты хочешь казаться там умной, такой успешной, да, грамотной, крутой, тебе надо обязательно на русском что-то сказать, чтобы аудитория такая, ну все, она шарит. Вот она эту тему точно шарит, потому что она нам на русском рассказывает, да? Да. И мне тоже очень сильно хотелось бы, чтобы как можно больше. Да. У нас контент-мейкеров на кыргызском делали. Да, это было бы, конечно, здорово. Но тут же опять все деньги упираются, насколько я понимаю, да? Тот же Зи, например, допустим, он говорит хорошо на кыргызском, но я думаю, он в скором времени на кыргызском не будет ничего делать, потому что у него уже аудитория и казахская тоже. Наверняка, он уже на казахский рынок в основном работает, у него основной рынок уже там, да? И они уже пытаются вот выйти на такой уровень. В целом тогда что нам делать? Вот мы пытаемся с нашими детьми говорить на кыргызском. Да, к сожалению, пока очень безуспешно. Пока мы дождемся, что кто-то будет на государственном уровне печатать книги, создавать контент и там всю систему переделывать, наши дети, скорее всего, уже вырастут, и там им это уже не пригодится, да? Как ты думаешь, вот каждый из нас, ты, я, вот все, кто нас смотрит, слушает, что мы можем делать,
И вообще, нужно ли это вообще? Для чего вот нам нужна вот эта наша именно кыргызская идентичность, да, в целом? Может, оно и не надо тогда, если оно и не получается детей своих нормально не можем Я, по крайней научить. мере, могу вот, основываясь на своем опыте, сделать такой вывод. То есть то, что моя мама в детстве пела мне там колыбельные на кыргызском, там, ставила там песни на кыргызском, я так или иначе слушала там, я не знаю, Гульнур Сатылганову и всех остальных, и каким-то образом все равно в меня закладывался вот этот вот код, который так передавали там мои бабушки, дедушки и все остальные. Я думаю, что если мы хотя бы на таком уровне сможем внедрять нашу культуру так в жизнь наших детей, да, очень нежно, так аккуратно, без каких-то болей и насилия, я думаю, уже это будет большим прорывом, потому что я, например, для себя сделала вывод, что вся эта история с идентичностью, она как будто бы больше делает меня мной. То есть до этого я там искала себя во всяких разных стезях, да, то есть в этом году у меня вот это вот мои исследования, они как раз коснулись вот корней, и я поняла, что когда ты корнями вот сильнее укрепляешься, лучше их чувствуешь, лучше их понимаешь, ты как будто бы более цельный сам. Ты вот понимаешь, что тебе хочется от жизни, тебя не колбасит туда-сюда, что ты там сегодня вот ты творческая личность, завтра ты такой, да, и в целом оно все это понимание корней, там, той же истории, оно мне дает, наоборот, дополнительную какую-то энергию, силу, чтобы преодолевать какие-то трудности изо дня в день, чтобы это, конечно, выглядит немножко там типа эзотерически. Я в это, конечно, не верю. А я верю. Ты хочешь сказать про дух предков? Да, но я все-таки тоже начала там с возрастом склоняться, хотя раньше была страшным нигилистом и думала, что это фигня, но сейчас я начала склоняться к тому, что все-таки мои корни, все то, что переживали мои родители, мои бабушки, дедушки, так или иначе отразились на том, как я выстроила свои какие-то психологические паттерны, как я защищаюсь там в определенных случаях, да, как я привыкла атаковать там и все остальное. То есть это все на самом деле очень крутое поле для самопознания. И поэтому нельзя все-таки стирать идентичность, нужно так или иначе передавать своим детям все, что ты знаешь о своей культуре, о своей истории, рассказывать детям сказки на кыргызском там, или хотя бы, если не на кыргызском, хотя бы о том, как жили раньше наши люди и вообще, в принципе, какие у нас есть сказки, да. Ставить им музыку на кыргызском. Это было такое для меня откровение. Я ехала в Нарын, я была личным водителем моих родителей, я столько в этот раз объездила горных дорог, и мама мне говорит: слушай, а у тебя есть песни Гульнуры Сатылгановой? Я говорю: нет, давай сейчас найду. В общем, нашла, скачала ее плейлист, поставила и поняла, что моя мама из-за того, что всегда любила Гульнуру Сатылганову и постоянно ее слушала, где бы она ни находилась, там в Питере и где-то еще, мама мне в детстве, она работала днем там инженером в Ростелекоме, а вечером работала швеей, как бы она еще дополнительно шила. И всегда она ставила музыку и шила. И мы там бегаем туда-сюда. Я понимаю, что у меня прям слезы. Я еду в очках за рулем, там горы, да, детство, горы, и я слушаю песни, вот это Осман, все, короче, и у меня прям мурашки, короче, ком, я прям еду и реву, и думаю, откуда это вообще слезы, о чем? Я сейчас слушаю, я чуть не разревелась. И я поняла, о чем эти слезы. Это слезы о вот этих вот потерянных корнях, пока ты вот болтался, пытался вот сквозь эту вот жуть, которую там тебе навеяли, там то, что ты там непонятно кто, ты чурка, там мигрант и все остальное, через всю эту шелуху ты вот пробрался, нащупал свои корни и за них зацепился. Это круто. Это очень чисто, да? Да, вот что-то очень искреннее, чистое. Это что-то прямо из каких-то, я не знаю, из каких-то космических каких-то вибраций. Я вообще обожаю раннего Бека Бурбиева, аккордеон. Ну вот, надо послушать. Да, это что-то такое очень... Вообще наши инструменты, да, наша музыка, они же очень прям отлично зеркалят, передают вообще, как бы сказать,
как сказать, не настрой народа, а вообще вот, дух народа, да, то, как вообще народ жизнь воспринимает, то, как он к ней относится, к хорошим вещам, к плохим вещам. Мы же все это через музыку, через свои инструменты, да, через песни. И вот это вот, когда слушаешь, в одной песне ты слышишь боль, да, в другой песне ты слышишь любовь, в третьей ты слышишь радость, в четвертой там вот это арман, и вот это непереводимое слово, да, когда ты просто говоришь арман, ты уже вся такая, все, тебя уносит, ты хочешь слушать это Бекова. В общем, да, на самом деле, через такие, да, обыденные повседневные вещи я тоже недавно только до меня дошло. Почему я все эти годы просто дома фоном, да, там не занимаясь уборкой или там общаясь с детьми, готовясь ужин, просто не поставлю фоном там нашу музыку. Там, комус, до того же Бека Бурбиева, например, да. Это тоже часть нашей огромной, да, культуры. И мне это тоже недавно меня это так озарило. Думаю, надо вот это восполнять, потому что у нас детство как? Воспоминания детства, когда у нас родители собирались, раньше же вот эти кабаки, караоке, да, это же как бы не было. Иргисей. Да, то есть родители собираются, они чуть-чуть выпьют, расслабятся, у них вот это Иргисей начинается, песни, папа вытаскивал комус, мама пела, да. И меня в детстве это очень сильно раздражало, я кринжевала, думала, да, опять они со своими кыргызскими песнями, со своим комузом. А сейчас я вспоминаю тоже, недавно включила эту песню, которую мама в детстве пела, и все, я опять же, я лежу, я хочу реветь, я думаю, боже мой, как это все оказывается, вот это вот, да, откликается. На самом деле, да, и даже вот через блюда, да, какие-то наши кыргызские блюда ты готовишь, те же там, не знаю, 7 токочи, да, на какой-то айт делаешь, не знаю, там, бурсоки, плов, тот же бешпармак, катаешь и рассказываешь, да, что-то, и говоришь, вот это вот блюдо наших предков, там, это оттуда, это рис там из Изгуэна, да, то есть такие вещи, конечно, через обычные вещи, повседневную жизнь, привычки. Вот я в этом году поехала впервые, участвовала в одном из ширине, которые делают мои родственники. И до этого такая, боже мой, что вы там делаете, обжираетесь, короче, что вы там делаете? В общем, как-то воспринимала это так, что только и делайте, что вы там сидите и едите, в общем. Но сейчас я начала по-другому это воспринимать. Они делают каждый год ширине, и куча людей приезжают из разных городов и стран для того, чтобы увидеть друг друга. Как выглядят твои дети, как выглядят твои внуки. И вот в этот раз у нас был ширине, где собрались, по сути, как бы все дети, внуки, правнуки вот моего тета, да, и я поняла, что нас так много, и мой сын, когда увидел всех своих братьев, сестер, он такой, как, у меня так много родственников. И сейчас и я ты понимаю, чувствуешь какой-то вот такой тыл, да? Да, и ты чувствуешь тыл, ты понимаешь, что ты не один. И в случае, чего угодно, ты понимаешь, что у тебя есть люди, которые за тебя постоят. И это очень крутое ощущение. Это как раньше меня бесили тои, а сейчас я обожаю тои, потому что на самом деле ты приходишь на этот той, ты видишь своих родственников, опять же, там у меня Талас и Ош, да? Как у тебя там Нарыныш, у меня Талас и Ош. А только у меня, наоборот, мама с юга, а папа с севера. И то есть ты просто видишь своих родственников, мы годами не видимся, и ты такая, мы же в детстве там вместе играли, а теперь у нас дети, да, вот там, а как их зовут, что, как, да, кто чем занимается. На самом деле, те же самые тои, это просто возможность для родственников, которые в каждодневной, да, вот этой рутине, выживание, гонка, вот это вот все, просто вот увидеться за хорошим событием, да, просто пообщаться, потанцевать, посмеяться, песни попеть друг другу, там, тосты сказать. Пусть они однообразные, пусть это одно и то же. Алдыңарды малбасы, паркаңарды, там, бала, вот это вот все. Даже ты понимаешь, там очень много и неэтичного, что не совпадает под современную, да, там, культуру, этику, там, и сексизма много. Но ты все равно сидишь такая, это все мое. Ты там приходишь, и вот даже вот этот гещик, когда со стола пакет собираешь, ты такая, я так же, как и мои родители, все время собираю этот пакет, я принесу своим детям эти яблоки, которые все вот это в жире от бурсока, да, и там мясо, которое все в торте, и такая, это тоже такая огромная часть нашей культуры, такие воспоминания, это на самом деле начинаешь очень много переосмысливать. И мне кажется, это тоже вот возраст, и именно тот факт, когда ты становишься родителем, очень много в твоем сознании переворачивает. Да. Я даже в этом году мужу говорю, слушай, нам через пару лет все равно делать надо ширине, давай мы сейчас купим маленькую лошадку, отвезем ее в Нарун, а она как раз подрастет, она будет уже стоить 2 раза дороже. Он такой на тебя смотрит, да? Да. Что с тобой, да? Да, и он такой,
Что творишь вообще, женщина? И на самом деле мы становимся теми, кого в детстве мы осуждали. Да? И я от этого кайфую. Я прям кайфую. Не, я думаю, мы так или иначе, улучшаемся, прогрессируем по сравнению с нашими родителями. Мы уже знаем там про этичность, неэтичность, и про личные границы и все остальное. Да. Я имею в виду именно в плане вот этих каких-то традиций, каких-то вот ежедневных вещей, да, когда там куда-то в дорогу выходишь, обязательно там кельмегель трип басмулда, давайте там, то есть какое-то свое родительское благословение даешь всей семье, чтобы мы там безопасно куда-то доехали, приехали, да. Вот именно очень много вот именно вот сакральность вот этого бата, да? Я так обожаю, когда теперь бата дают. Я раньше же ненавидела. Сейчас, когда какой-то там ахсакал или это, да, бабушка, все мы стоим, сидим, она там дает свое бата. В этом тоже так много такого ценного. И я прям, видимо, это как-то приходит само, но плюс это само по себе тоже не происходит. Это из-за того, что нам родители тоже с детства это все как бы, своим же, да, поведением внедряли. Значит, получается, что, к чему мы приходим? Нам надо тоже каждый день, если мы действительно считаем, что это важно, да, в каких-то мелочах, проявлять вот это вот, крылское. Нести в будущее поколение тот культурный код, который нам заложили наши родители, да. Тогда мы на этой прекрасной ноте и завершим с тобой разговор. Да? Спасибо большое за искренность, за откровенность. На самом деле, я думаю, ты очень многих людей сейчас истории, в принципе, отобразила свои истории. Очень много, да, таких, не только кыргызов, я думаю, которые в какой-то момент где-то пытались понять, да, кто я, что я. Очень рада за тебя, классно, что ты пришла, нашла, что ты айджамал и кайфуешь от этого. Я надеюсь, что очень многие наши, так сказать, соотечественники тоже найдут в себе вот этот вот внутренний штиль, покой и гармонию с собой, с духом предков. С вами был подкаст «Одеколон» от Баштан Башта. Мы сегодня с Айджамал через ее личную историю поговорили о важности национальной идентичности, как вообще, как она в целом влияет на нашу жизнь, на наших детей, и как мы можем это все внедрять в нашу повседневную жизнь. Смотрите наш подкаст, делитесь с друзьями, оставляйте комментарии, лайкайте, шерьте, репостите. Также присылайте к нам на почту bashtanbashta@gmail.com ваши мысли, идеи, может быть, у вас есть какие-то идеи для тем, для наших разговоров. Мы всегда рады любому фидбэку. Увидимся с вами в следующем выпуске.